Это цепочки. Дельфин, как живой? Но не живой. Вот, мощный камень. Глубина погружения. Офигеть. Тросики. Капец. Здоровый сундук. Офигеть. Большой, Данил? Кораблик. У нас в карьере такой даже не поместится. По длине. Что-то где окна? А, там они открыты. А, нет, половину повышибали. А, нет, открыты. И мы повыбивали эти иллюминаторы. Близко слишком идем. Ничего не видно. Морской вокзал. Горы, горы, горы. Очередь в кассу. Пушки. Что там написано? При вращении не ходить, опасно. Она еще крутится, что ли? Че? Давай заснимем. Прескурант цен на вход. Что, пойдем, нет? Сейчас посмотрим, Валерий. Взрослых ходим, детских. Вот так вот. Экскурсия. Раз подготовьте мне на контроль. Передвигаться будете с нашим экскурсоводом. Передвигаемся, уважаемые, только в составе группы 40-45 минут по определенному безопасному маршруту. Верхняя палуба внутренней помещений с нашим корабельным экскурсоводом. Проходите по касательной деревянной палубной площадке. Делайте пару кадров. Пару кадров. Тебя сфотографировать, Данил? День тут, а? Нет. Якорь. Якорек. Дальше состав деревянной палубной площадки ждем экскурсоводом. Передвигаемся, уважаемые, только в составе группы. Группа не отстает, вперед не выбегаем. Будьте внимательны, смотрим под ноги, домашние руки, пожалуйста. Люк. Смотри под ножки. Что там? Не знаю. Смотрю. Что-то есть. Не знаю, что там есть. Что-то есть. Потом посмотрим. Что за базука? Дорогие гости, здравствуйте!
Здрасте. Тут базука. Минут 40-50 буду вашим экскурсоводом. Прошу, вот здесь формируем нашу новую экскурсионную группу и начинаем. Для начала, товарищи, о самом главном, о вашей безопасности. Я вас очень попрошу, далеко от меня не отходим. Передвигаемся единым, целостным, маленьким, но дружным корабельным строем. Вперед мне не забегайте, на башни орудия не залазим. Бортам оградам не подходим. Ограды называются леера. Старые, ветхие, еще и солидолом смазаны. В общем, ведем себя как взрослые, ответственные люди. Договорились? Договорились, начинаем. Находимся на корабле. Легкий, бронированный артиллерийский крейсер Михаил Кутузов. Задняя, кормовая часть корабля называется ют. Обычно на юте на современных российских кораблях развивается гордость русских моряков Андреевский флаг. Так как наш корабль-музей, у нас советский военно-морской, а Андреевский флаг, белое полотно и синий диагональный крест. За основу флага Андреевского взят религиозные мотивы. Вот синий диагональный крест символизирует распятие святого Андрея Первозванного, покровителя всех русских моряков. Оттуда и название такое – Андреевский флаг. Каждое утро вдоль борта выстраивался весь свободно пахнущий экипаж, и флаг торжественно под музыку поднимался. Каждый вечер перед заходом солнца спускается. В советские времена был иной, вот такой, советский военно-морской. С 1996 года после раздела с Украины Черноморского флота на всех кораблях России вновь был поднят царский Андреевский. Также на юте представлена мина якорная. Вот здесь, бело-черно-красная. Вес одной такой мины 900 килограмм. Вручную. 7 человек. Раскаточная группа передвигали мины по таким специальным красным минным дорожкам. Можете наблюдать, что с дорожками стало за 69 лет. Дорожек здесь на корабле почти не стало. Подвозили мину к борту, на ходу корабля. По минным скатам сбрасывали за борт. Мина падала, вставала на якорь, поднималась, взводилась и ждала своего часа. Крейсер мог перевести до 120 мин различных модификаций. Срабатывали мины от шума винтов либо от магнитного поля корабля. Очень грозное оружие прибрежной зоны. В 1954 году, 9 августа, первый раз на корабле торжественно под музыку был поднят военно-морской флаг. Этот день считается днем нашего рождения. А сегодняшний день крейсер самый большой военный корабль в Черном море. Длина корабля 210 метров, это как 2 футбольных поля. Ширина 23 метра. Примерный вес корабля 18 тысяч тонн. Это как 18 тысяч легковых автомобилей. Приглашаю вас за мной дальше к корабельному колоколу. Прошу. Мины. Аккуратно, дорогие гости, смотрите под ножки. Очень много коварных препятствий на борту славного корабля. Коварные. Очень коварные. Вот здесь, две шеренги становись. Расскажу вам про колокол корабельный. Корабельный колокол. Неотъемлемая часть всех военных кораблей российского флота. В нашем государстве чем больше кораблей, тем больше колокола стараются отбивать. Этот, в частности, весит 173 килограмма. Валит из бронзы с добавкой бронзы настоящего серебра для более лучшего, четкого, чистого звучания. Сам колокол, язык колокола, веревочка называется рынь-да-пулень. Звук по акватории доносится на расстоянии до 5 километров. Раньше применяли колокола для того, чтобы корабли могли легко расходиться в открытом море при плохой видимости. Для подачи туманных аварийных сигналов дальнейшим колоколом начали отмерять точное вахтенное время. Через каждые полчаса специально обученный вахтенный матрос бил определенное количество ударов, и любой на корабле по количеству ударов мог сверить вахтенные часы. Сейчас колокола — это просто как дань традициям, ушедшему в историю парусному флоту. Ровесник крейсера 69 лет, еще и земляк корабля, а там же, где и построен наш корабль, в городе Николаев, юг советской Украины. Колокол ведь будем? Да. Тогда ушки прикрывайте, и я 2 раза слегонца долбану. Вот такой прекрасный, звонкий, мелодичный звук, благодаря добавлению настоящего серебра. А прошу вас его больше не бить, старенький, 69 лет, все удары ему очень тяжело даются. Что я хочу вам кое-что поведать. Здесь на корабле есть такое правдивое поверье. Вот говорят, если колокол изнутри потереть, к вам придет удача. Желать двойную удачу, надо его снаружи натирать тщательно платочком и постовой, и к вам придет двойная удача. А натирать его надо только на обратном пути. Когда я был матросом, целый год его здесь натирал, уже столько удачи не пересказать. Вот только на обратном пути. А сейчас, дорогие гости, за мной. Справа по одному, по трапу шагом марш. Идем на штурм правого борта. В конце экскурсии выйдем через эту водонепроницаемую дверь, и у каждого из вас будет достаточно количества времени, чтобы сфотографировать. Нет, здесь, конечно, находились матросы, но немного. Только те, кто по долгу службы. А когда
Когда объявляли тревогу на корабле, эти правила отменялись. И тогда с кормы в нос корабля бежали по левому борту, а с носа в корму по правому. Вот так по часовой стрелке. Шкафут право борта. Раньше с этого места начинали встречать различных именитых гостей. Вдоль бортика выстраивался сокрейсерский оркестр и с почестями гостей привечали. В разные годы на корабле побывали космонавт номер 1 Гагарин со всем своим космическим отрядом. А еще на корабле снимали фильм с участием Высоцкого. Молодой Высоцкий и Лев Прыгунов 3 недели прожили здесь на корабле, в окопах с обычными матросами-призывниками в роль вживались. После получилось снять прекрасный часовой фильм «Увольнение на берег». Сериал на НТВ «Морские дьяволы» тоже снимали на этом корабле. А еще в 2011 году на крейсере «Путин» побывал, а в конце 2012-го расформировали воинскую часть. Больше здесь военных нет, только гражданский экипаж. Приглашаю вас за мной дальше. Идем вперед, идем к орудию универсального калибра. Мультфильм «Морские». Смотри под ноги. Орудие. Двухорудийная, стабилизированная палубно-башенная установка универсального калибра. Калибр 100 мм. Прицельная дальность стрельбы. По самолетам била на расстоянии до 23 километров. По кораблям по берегу до 26. 19 человек, расчет одной установки. 7 человек сидели в самой башне, остальные были в погребах. В снарядных и зарядных цехах снаряжали, подавали. Вот такие унитарные снаряды. Один снаряд весит примерно как утает мальчик. Одно орудие весит 46 тонн. Всего их на корабле 6. После выстрела с орудия раскаленные гильзы вылетали, ударялись в гильзоулавливатель, падали на латуневый гильзоотбойник и остывали. После в нашем государстве эти гильзы могли перезаряжать еще неоднократно. Скорострельность орудия 18-19 выстрелов в минуту с 2 стволов. И идем дальше, идем вперед. Куда? Стену диаметром до 20 метров. И сам себе расшивал. Вот так боролись с самолетами. А попасть снарядом по самолету летящим, даже по самолету того времени, это почти нереально. Дошли с вами до места, где стоял катер командира корабля. Вот здесь, на этих красных кильблоках. Сверху на той площадке спасательные плавсредства для части экипажа. А весь экипаж на корабле был огромный, 1200 человек. Из них было 80 офицеров, 120 мичманов и старшин. Шарообразное устройство, своего рода радар. Стабилизированный пост наводки. Обнаруживал любые цели в радиусе 50 километров, высчитывал до них дистанцию и направлял орудие универсального калибра. Вот за этой стенкой переборкой находится карцер. На корабле была даже своя тюрьма. Размеры 3 на 3 метра. Ну, рассчитан карцер был на 26 человек. Как там люди помещались, я не представляю. 100 приглашаю вас выше. Прошу за мной наверх, на автоматную площадку корабля. Станция радиолокационной системы КИЛь. Для обнаружения цели в радиусе досталось 50 километров. 2 велосипеда. Прототип современной сотовой связи. Установка Кристалл М. Связь с спутником установили во время последней крейсерской модернизации в 1984 году. А прям за брод мачтой огромная труба. Одна из двух. Ведущая с машинного отделения. Паросиловая установка на корабле. Мощностью 110 тысяч лошадиных сил. Максимальную скорость крейсер мог развить 32 узла. Это около 60 км в час. Машина работала на мазуте. Один крейсер мог вместить в себя целый состав железнодорожный с мазутом 3600 тонн. И аккуратно за мной переходим на соседний левый борт. Идем к зенитным установкам ближнего действия. Молодые бойцы, если кто желает, можете залезть в орудие, присесть на удобные мягкие железные кресла и покрутить рули. Справа вертикальный наводчик, слева горизонтальный, педалька внизу Крути. огонь.
Зенитные установки ближнего действия. Скорострельность орудий 160-180 выстрелов в минуту. Стреляли полуторакилограммовыми снарядами. Была специальная кассета по 5 трассирующих снарядов в одной. Калибр орудия 37 мм. Били по воздушным целям на расстоянии до 4 километров, а также могли расстреливать всплывшие глубинные мины либо мелкие суда. Всего таких установок на корабле 16 штук. Идем еще дальше. Шевелится. Аккуратно за мной. Спускаемся по трапу вниз. Возвращаемся на деревянную палубу корабля. Погреб. Да, памятник Новороссийской Республики. После революции одно время была Черноморская такая губерния, столица в городе Новороссийск. А потом пришли красные и все поменялось. Вот здесь, дорогие гости, соберем большую часть нашей группы и пойдем дальше вперед на нос корабля. Нос корабля по корабельному бак. На баке я вам еще кое-что поведаю, и будет время для фотографирования. А после фотографирования соберемся и пойдем вниз в кают-компанию офицеров. Обратили внимание, под ногами какая интересная деревянная палуба? Вот, деревянная она от того, что экипаж на корабле был огромный, 1200 человек. Если палуба была металлическая, матросы до такой степени своей обуви ее натирали, что палуба скользила бы как каток. Первая причина, почему из дерева. Вторая причина, но основная. Дерево спасает от палящих солнечных лучей. Раньше не было кондиционеров, спасались так, накрывались деревянным настилом, и тогда сверху корабль прогревался намного меньше. Старались стелить в основном сибирскую лиственницу, она менее подвержена гнению от влаги. Последний раз полностью палубу здесь на корабле от начала до конца меняли в далеком 61 году, перед приездом космонавта номер 1 Гагарина. То есть, возможно, сам Гагарин ходил по этой палубе. Теперь мы с вами. Мы с вами идем вперед, идем на нос корабля. Прошу за мной, погоняйте. Аккуратно, девушка. Голову. Тросики маленькие, смазанные. Носовая часть корабля. Так, с бака хорошо виднеется самая большая и главная настройка крейсера фок-мачта. Самая высокая точка называется клотик. От клотика до воды 52,5 метра. Клотик. И еще корабль под воду погружен на 7,5. Здесь ходовая рубка, боевая штурманская, каюта командира корабля, адмиральский салон, в общем центр корабля. Башня бронирована 100 мм брони. А теперь взглянем вот на это орудие. Самое грозное ударное орудие корабля. Трехорудийная башенная установка главного калибра. Калибр 152,4 мм. 63 человека, расчет от башни. И если с этой точки выстрелим по городу-курорту Анапе, отсюда по прямой километров 35, снаряд летит до этого городка, и в земле оставит воронку диаметром до 10 метров. И вес одного орудия 250 тонн. Всего их на корабле 4. В носовой части крейсера еще развивается флаг. Прекрасный красный советский флаг ГИС. Вот такие полотна поднимали на лучших советских кораблях. На кораблях первого или второго ранга. Только если корабль стал на якорь. 2 якоря Кутузова, погруженные в воду. Якорь Холла, вес одного 7 тонн. Длина цепи 300 метров. Воду свинучку на вес около 30 килограмм. Вытравливали, вытягивали якоря при помощи электрошпилей, либо вручную 50. Цвет воды какой. Дорогие гости, проходите на свете. Сделайте здесь пару прекрасных кадров. Минутку Зелененькая. и пойдем дальше, пойдем вниз в кают-компанию офицеров. Кают-компания. Столовая. Ну, не только столовая. Нарезное. Да нахрен, он смазан там. Пушки. Пулемет. Я тоже хочу покрутить. Я сейчас
Почки. Хрен сдвинешь. О, что там написано. Бублики. Сейчас. Все. В стволе надо заснять. Нарезной. Что нет? Что там может быть видно? Солидоле. Все в солидоле смазанное. О, крутит что-то. Что он крутит? Что-то крутит. С пушкой давайте, дай нас сфотографируем. Ща. С мощной пушкой. Что это за фигня такая? Корабли вдалеке. На рейде. Иди. Нормально. Что, я думаю, уже хватит. Максимально. Кука. Аккуратно за мной. Перешагиваем через пороги. Все пороги на кораблях называются коминцы. Вот эта часть дверного края называется обечайка. Очень много интересных морских корабельных терминов пришли к нам с английского и голландского парусного флота. Но не сами термины пришли, их заимствовал царь Петр I, создатель флота российского. А сколько мы еще вам придумывали за 300 лет истории российского советского флота, не счесть. Аккуратно за мной, по трапу вниз. Прошу. Все надо обсмотреть. Во все щели засунуть. Переключатели какие-то всякие. Да нет, почему? Работают все. Все работает. Что-то включает, наверное. Да. Что-то свежепокрашенное. Ничего, нормально зайдем. Ё-моё, еще вниз. Морские узлы. Да. Еще, дорогие гости, шаг вперед. Войскового города. О, правда, лед, девчонка, спереди томат. Два. Самый лучший мед здесь на Кубани считается ваш, башкирский. Нас его цыгане продают. Нет. Нет? Странно. Не цыгане, не армяне у вас? Нет. Как вы там живете? Дорогие гости, можно идти дальше. Почти все здесь. Пройдем в салон кают-компании офицеров, присядем на мягкие корабельные диваны и дождемся всю группу в салоне. Перешагиваем через очередной порог комикс, попадаем в следующий водонепроницаемый отсек. А всего на корабле отсеков основных 16. При затоплении 3 смежно корабль мог оставаться на плаву и продолжать вести бой.
Прошу за мной. Здесь вы можете ознакомиться с фотографиями. На них запечатлены гости нашего крейсера. На фотографии космонавт номер 1 Гагарин, космонавт номер 2 Герман Титов, здесь на кузове 60. Пилотки корабельные. Приглашаю вас в соседнее прекрасное помещение. Салон кают-компания офицеров. Корабль-актер. Пианино играет даже. Пожертвование. О, круто. Рыцарь круглого стола. Мы с вами зайдем сюда через минуту-две. Салон кают-компании офицеров место отдыха. Здесь офицеры отдыхали после своих тяжелых трудовых путей. Небольшая библиотека находилась в углу салона, стол для шахмат, пианино. И вот здесь посередине стоял даже стол бильярдный. Вес корабля настолько огромный, это позволяло ему на волнах в хорошую погоду почти не вилять. Вот расположили эту самую игру. К сожалению, показать стол бильярда не могу. Тяжелые 90-е годы он пропал без вести. Но покажу вам прекрасный золотой агрегат. Вот здесь. Как вы думаете, что это? Пепельница, верно. В советские времена была прекрасная традиция, когда работники завода передавали военный корабль, обязательно делали ручной работы пепельницу в качестве подарка. Считается, что даренная пепельница на борту военного корабля по жизни корабля идет как оберег. И если пропадают с корабля, это дурная примета. Бюст на корабле Михаил Илларионович Кутузов, гроза французов. В честь великого русского фельдмаршала был назван наш артиллерийский крейсер. Дорогие гости, немного посидели на антикварных диванах, хватит. Поднимаемся, переходим в соседнее помещение, прошу. В саму кают-компанию офицеров. Проходим и здесь занимаем любые свободные кресла. Кресла мощные. Садись, Данил. Что, не крутится, что ли? Не кру... Блин, заклинило. Крутится? Нет, у меня нет. Не крутится. У тебя просто заело, крути. Да нет. Не крутится. Разработал. О. Кают-компания офицеров. Здесь раньше офицеры проводили различные совещания, заседания, переговоры. Также комната служила им как обычная столовая. С каждым офицером было закреплено свое кресло. Если офицер не приходил, то место его просто пустовало. Маленький квадратный столик под Владимиром Ильичем — место командира. Справа от командира сидел старпом, слева замполит. Про соседнее помещение, про место отдыха я вам рассказал. Вот в этих двух комнатах почти все осталось в первозданном виде середины 50-х годов. Если офицеры принимали пищу в этой кают-компании, то у мичманов и старшин была своя кают-компания. На палубе на этаж ниже была намного проще, без иллюминаторов, зато была у обычных матросов отсутствовала даже столовая, где матрос спал, там пищу и принимал. Кубрик спальный для матросов. Меню на корабле у всех одно и то же, кроме командира корабля. Для командира готовили всегда отдельно по его приказанию. А еще на флоте питаются не по 3 раза, а по 4. Завтрак, обед, ужин и вечерний чай. Вечерний чай — петровская традиция, которая есть только на корабле. Каждый день 21:00. Все свободные от вахты от матроса до командира корабля должны пить чай с хлебом и маслом. Вот в этой кают-компании на вечерний чай собирались все свободные офицеры. За историю корабля на крейсере сменилось 16 командиров. 2 раза корабль ходил вокруг Европы. Во время арабо-израильского конфликта побывал у берегов Сирии и Египта. Крейсер — небольшой город на воде. Здесь были 1000 помещений различного типа, куда человек мог войти в полный рост. Была своя хлебопекарня, ежедневно выпекали 1200 булок хлеба. Из расчета, что на каждого из экипажа по булке, а хлеб был не как сейчас маленькие кирпичики, а большие килограммовые буханища. Свой крейсерский оркестр, своя типография, огромный банно-дачный комплекс, станки, токарные, столярные до сих пор в рабочем состоянии. 30 дней автономность корабля мореходности ограничена. Всего было 14 крейсеров такого типа проекта. Самый массовый проект советского кораблестроения крейсеров.
Кутузов был 12-й по счету, последний остался. Все остальные 90-е годы на металлом. Нашему кораблю очень повезло. Здесь на крейсере проходил практику молодой Евгений Максимович Примаков. Вот Примаков мне помог спасти корабль от распила на иголке. Сейчас, дорогие гости, у кого есть вопросы, можете мне их задать. Вот так уютно, комфортно сидим в этой компании. Прошу. Ага. А сколько всего было на корабле экипажа? 1200. Полный экипаж на корабле, 1200 человек. Еще вопросы? У матросов нет вопросов. Можно Есть. вопрос? Да-да. Почему командир корабля не имел права зайти в кают-компанию к офицеру без разрешения младших офицеров? Да, вот вы знаете, изначально, нет, когда первый раз назначали командира корабля на корабль, здесь собирались все свободно от вахты офицеры. Заходил через эту дверь старший помощник командира корабля и задавал вопрос офицерам. Товарищи офицеры, кто против, чтобы командир поучаствовал в трапезе вечерний чай? Офицеры должны были тянуть руку, кто против. Такими действиями они выражали доверие своему командиру. А в остальные дни на вечерний чай командир мог приходить. Ну, как бы из правил он обычно не приходил. Чтобы матросы, ну, как бы, матросы-офицеры не стеснялись командира корабля. Вот как-то так. Перенимал пищу он у себя в каюте. У него огромный стол Обедать стоит. тогда обедал. Я имею в виду, что вот именно что без разрешения офицеров не имел права зайти в кают-компанию. Здесь были, вот наш командир корабля, последний старший помощник этого командира корабля, стал заведующим филиалом музея. Он был командиром точно такого же корабле на Жданове. И он рассказывал, говорит, а я всегда, говорит, своими офицерами принимал пищу в кают-компании офицеров. А вот здесь есть Малинка, он председатель, вот здесь на фотографиях, Совета ветеранов крейсера Кутузов, живет в Севастополе. Он говорит, я вообще никогда не спускался к офицерам, зачем их стеснять, я был у себя. То есть это не обязательно. Первый раз, да, командир корабля ждал приглашения. Последующие разы он мог приходить сюда в кают-компанию. Строго такого не было. То есть на правила нашем не корабле. обязательны. Правила не обязательны, да. Как поведет себя командир, так? Как поведется, да. И сейчас наш командир корабля спускается с нами, обедает. Вот у него как-то такая вот привычка. Еще вопросы? В корабельном уставе такого... Нет, такого не прописано, нет. Не прописано. Еще вопросы? Вообще реально его запустить сейчас, чтобы он работал? Уже это и не надо. Артиллерийский корабль не нужен. Современное вооружение, ракеты. На кнопочку нажали, ракета улетела. Сейчас наш корабль это просто большая мишень. Современные корабли, они иные, обтекаемые, небольшие, но с грозным ракетным вооружением. Сейчас мы строим так называемые фрегаты, корветы. Таких больших кораблей уже не строим. Ну а вообще реально, чтобы он запустил? Нет, уже, знаете, любой надводный корабль военный, когда строят, считают, что срок службы корабля должен быть 35 лет, не больше. Дальше уже идет усталость металла, уже модернизации корабль не поддается. Наш корабль свое переслужил. В следующем году 70-летие будем отмечать. Послезавтра кораблю 69 лет, через год 70. Еще вопросы? Было очень много людей, 1200 человек, плюс еще 400 морпехов крейсер мог взять на борт. Дорогие гости, раз у матроса больше нет вопросов, значит еще полное внимание здесь не уделите. Быстро вам кое-что предлагаю, и мы движемся дальше. По дороге нас еще будет ждать кубрик, каюта, камбус, камбусная палуба, медицинский блок и еще. Шлюпки ни одной не увидел. Сейчас нет, а раньше были, на каждого из экипажа, да, были. Сейчас нет. Вы знаете, крейсер Кутузов в том году вообще сделали как строение. Нам присвоили номер, адрес, улица Набережная, адмирала Серебрякова, 2А. И поэтому наш корабль... Нет. Ну то есть они раньше были, а сколько было Открою вам шлюпок? секрет, а вот ему некуда. Нос корабля уже глух. Раньше на каждого из экипажа обязательно место в шлюпке было. Шлюпок было столько, сколько народу было. Столько, да, столько. То есть Нет, всем ну, хватало? Есть шлюпки по 20, по 25 человек. То есть их было меньше, конечно, на каждого. Каждый матрос мог спастись в шлюпке. Вы знаете, мне всегда это помогало. Слышали про линкор Новороссийск? В 1955 году, в конце октября, в Севастополе затонул большой военный корабль. Наш советский достался после Великой Отечественной войны от фашистской Италии. В Италии это был хороший корабль, назывался Юлий Цезарь. С крейсера Кутузов, кстати, с нашего корабля погибло 27 человек аварийно-спасательной группы. Как только шлюпка подошла с аварийно-спасательной группой, корабль накренился и утащил за собой 27 кутузовцев. На самом линкоре, по разным данным, около 600 человек. Шлюпки были, но не спаслись. Это был хороший корабль, достался нам. Не успели. Вы знаете, команда на эвакуацию
эвакуацию никто до последнего не давал. Корабль тонул долго, около 7 часов. Около 7 часов даже экипаж, который не был задействован в спасательной операции, был выстроен на верхней палубе, ждали непонятно чего. Боялись адмиралы дать команду на эвакуацию, ну как потом говорят, что кидаешь корабль нельзя, есть предрассудки такие, что крысы бегут с корабля там и так далее. Выстроили ребята стояли, до последнего ждали, хотя до берега было рукой подать, вот совсем рядом, там бухты маленькие, Цемесские, это Севастопольские, это не Цемесская, не Новороссийская бухта. Никто не дал. Когда корабль уходил под воду, говорят, матросы пели, врагу не сдается наш город варяг. И столько людей погибло. Слушайте, а есть какой-то затопленный тут, нету? Новороссийские, Цемесская Нет, бухта. нет, вот тут затопленный есть, что там внизу там нету? Здесь отсеки, в корабле нашем затопленного ничего нет. Ничего нет. Да, если что, обычно латаем, как бы закрываем. А пробоины получал корабль? На носовой части корабля в конце 60-х годов на параде кораблей, приуроченных, так это, по-моему, было в 57 году, да, Дню военно-морского флота, всплыла подводная лодка в носовой части корабля и сделала... О, блин. Подъем наверх есть какой-то. Проход запрещен. Ну ладно. Идем дальше. Знаете, самый старый, действующий корабль в российском флоте, распущена еще при царе в 1912 году, и до сих пор корабль в строю базируется в Севастополе. Открытая каюта по правую руку под номером 18, типовая каюта старших офицеров выглядела вот так. Там было все, что нужно было для хорошей корабельной. Каюта. Где каюта? Каюту. За решеткой каюта. Командир за решеткой сидел. Да. Комната связи. Что там, связь, да? Связисты, там эти радары. Всякая фигня. Санузел. Во, другое дело. Медпункт. Кубрик. Че? А? Кто закрылся? Связываем кубрик. Дрыхнули. Нормально. А что тут болтался? Что ты не болтался? И тут дрыхли. Нет, тут, наверное, Ящики. ящики, да, какие-нибудь. Нормально. Толпа целая спала. Сколько тут человек-то? Что там, насквозь пройти можно, да? Пойдем. Харчевня? Да. И тут готовили пожрать. Нормально. Выход вот. Что-то отпечатано, летит там даже не дернешь это. Ага, на стяжках. Все вот это дело. Все равно прикольно.